иный запас дров. Но разжечь костер легко можно с помощью бересты или щепки от корневища спиленного или поваленного ветром дерева. И то, и другое горит, даже если идет дождь. Положенные параллельно 2-3 сухие бревна надолго обеспечат вас теплом и светом, позволит высушить одежду, приготовить ужин. Ну а если сверху положить сырое бревно, то костер продержится до утра. Это не сибирская надья, но вполне достаточно для комфортного существования. Не следует класть в костер, особенно на ночь, еловые дрова, так как скопившийся в древесине газ выстреливает угольками по непредсказуемой траектории. Попадет такой уголек на одежду или сухой мох, обеспечен пожар. Безопаснее в этом отношении сосновые или березовые дрова. В некоторых случаях бывает полезным так называемый шведский костер. При наличии бензопилы соорудить его несложно, а готовить на нем пищу не менее удобно, чем на газовой плите. Причем делать это можно неоднократно. Чуть-чуть бензинчику. Знаете, ну, во-первых, тем, что вы уже задавали вопросы. И поджигаем. Дальше. И я думаю, Костер хорош только тогда, когда разведен своевременно. Не следует жечь его без надобности, иначе будете вынуждены тратить на заготовку дров драгоценное время,